О таких сражениях, как битва на Курской дуге, будет написано еще много книг, но до конца она никогда так и не будет изучена. Одним из вопросов, на который хотелось бы найти ответ, почему символом этого сражения стала станция Прохоровка? Почему символом в целом грамотно и почти блестяще проведенного советскими войсками сражения под Курском стал именно этот бой, который был проигран? Давайте разбираться. Стратегически Третий Рейх проиграл сражение на Курском выступе еще до его начала, и советскими войсками была выстроена глубокая эшелонированная оборона. Но есть вопросы, о которых хотелось бы поговорить. Хотелось бы немного осветить действия 2-го танкового корпуса СС дивизии Das Reich, Лейбштандарт и Татинкопф на южном фасе Курской дуги. Операция «Цитадель» не была дебютом, но первым массовым применением «Тигров» на фронте предполагалось, что тяжелые машины будут взламывать оборону РКК, подавлять огневые точки и открывать бреши для более легкой техники. Именно на Обаянском направлении была самая мощная танковая группировка СС и Вермахта. Именно здесь был нанесен самый сильный удар. Поговорим немного о сражении у станции Прохоровка и в каком состоянии были дивизии СС к 12 июля 1943 года. Второй танковый корпус СС Пауля Хаусера к 12 июля не знал, что ему делать, а командующий всей южной группировкой в операции «Цитадель» Эрих Манштейн не мог ничем помочь. Во-первых, нужно понимать, что Прохоровское сражение – это серия сражений, которые шли в том районе с 10 июля по 14 число. Но поговорим именно о каноническом бое 12 июля на Прохоровском поле. Наступление шло с 5 июля, то есть СС, которые изначально планировали быть в Курске через 3 дня, топчутся на месте уже 7 суток, имея очень сомнительные успехи по вклиниванию в советскую оборону на глубину где 12-15, а где 25 километров. Красная армия за 2 месяца затишья на фронте времени даром не теряли и насытила оборону инженерными сооружениями разной сложности. Накаты из бревен давали дополнительные шансы уцелеть советскому бронебойщику. Накал сражений растет. Гренадер СС дает воды красноармейцу. Этот кадр для пропаганды? А может, этот пленный им еще нужен? Но больше всего хочется думать, что это человеческий поступок. Корпус СС сталкивается с жестоким противодействием и постоянными контрударами советской пехоты из механизированных соединений. Траки тяжелых «Тигров» и «Пантер» рвутся на минах, продвижение осложняется высокой плотностью артиллерийского огня. По сравнению с северным фасом дуги, где войска Вальтера Моделя уже были остановлены и застряли под небольшой железнодорожной станцией Панери, которую назвали Курский Сталинград, по сравнению с северной группировкой на юге был, конечно, большой прогресс. Вместе с корпусом СС также топчется на месте и несколько танковых дивизий 4-й танковой армии Готта и группы Кемпф. Наступление эсэсовцев изначально развивалось совсем не теми темпами, на которые рассчитывали. Уже в начале наступления основной удар таран из тяжелых «Тигров» начал подрываться на минах. Один из тяжелых батальонов только в течение дня 5 июля потерял на минах 8 машин, которые выбыли в ремонт. Похоже, что на быстрый ремонт этого «Тигра» не стоит надеяться. Дивизии СС откатываются назад, перегруппируются, пополнит боекомплект и повторят сначала. «Тигры» были лишь ударной силой, но основную массу танков по-прежнему составляли средние машины, как этот Т-3. В населенных пунктах гренадеры и без танков были очень цепкими и тяжелым противником. Позже немцы даже будут сетовать на своих саперов, мол, небрежно разминировали и делали проходы. Но на самом деле мин было действительно очень много, советские саперы не скупились. В течение 5-7 июля немцы пытались продавить советскую оборону через Черкасское, а 8-11 июля в районе Буттова в этих боях они почти переломили советскую 6-ю гвардейскую армию, но и сами сточили часть своего ударного потенциала. Бетонировали оборону 6-й гвардейской армии танкисты 1-й танковой армии Катукова, которые использовались в обороне. Кстати, под Прохоровкой могли оказаться именно танкисты Катукова, потому что командующий Воронежским фронтом Ватунин уже отдал приказ Катукову на проведение контрудара, но волею случая Катукову позвонил Сталин и спросил его мнение об обстановке на фронте. Катуков сказал, что считает такой удар целесообразным, и Сталин наложил вето на контрудар. Но тогда еще была несколько иная обстановка, и не было угрозы выхода корпуса СС в оперативный прорыв. Бои не стихают ни днем, ни вечером, ни ночью.
Развороченное дуло у Т-34, несчастный случай, возможно специально подрыв гранатой. К этому времени Эрих Манштейн уже не знал, что с этим всем делать. Наступление модуля на севере выдохлось, а без него задуманных клещей не получится, и операция уже теряла смысл. Но приказ на остановку цитаделя никто не давал, и Манштейн решил рваться дальше и пробовать хотя бы выйти в тыл южной группировки обороны советских войск и разгромить ее. Ввиду складывающейся ситуации пришлось задействовать стратегические резервы Степного фронта, войска, которые были предназначены для наступления и не входили в оперативный резерв. 5-й гвардейской танковой армии Ротмистрова был дан приказ провести мощный встречный контрудар по 2-му танковому корпусу СС. Был ли вообще смысл наносить этот контрудар? Это сейчас легко рассуждать, зная, что немцы больше не введут резервы и не смогут прорвать оборону Рокоссовского на севере дуги, зная, что немец уже выдохся, а тогда такой контрудар диктовала обстановка. Танки СС действительно могли рассечь оборону Воронежского фронта и навести шороху, тогда потери советских войск, возможно, были бы еще больше. Гренадеры на бронетранспорте при поддержке «Пантеры» продолжают наступление. Тем более, задуман он был не так, как нанесен. Планирование хорошее, а исполнение подкачало. Немецкая авиаразведка прохлопала подход из тыла 5-й танковой группировки Ротмистрова, и немцы не знали о советском мощном танковом кулаке. Советские рекогностировщики даже выбрали отличное место для нанесения удара, где можно было ударить по танкам СС всей массой в 450 машин армии Ротмистрова. При таком раскладе наши Т-34 могли быстро сблизиться на удобную для поражения дистанцию и дальше охватить по флангам тяжелые немецкие машины. Но, увы, СС заняли это место раньше, и советским танкистам пришлось атаковать в крайне невыгодных условиях на неудобной местности. Советские танки были с одной стороны зажаты рекой Псел, а с другой железной дорогой и оврагами. Армия вводилась в бой в несколько волн, по 2 бригады, не более 60-70 машин одновременно. Танкисты и самоходчики СС получили возможность, о которой мечтали, использовать мощь и дальнобойность 88 мм калибра. В ходе боя 2 танковых корпуса Ротмистрова потеряли 70% техники. О потерях дивизии СС спорят. Если быть объективными, то потери были где-то около 80 машин, и то далеко не все безвозвратными, многие подлежали ремонту, и немцы смогли их утащить с поля боя. А что было дальше? А дальше немцы ужаснулись от того, что они с 5 по 12 июля продирались через такую мощную оборону и были уже на пределе сил. А оказывается, русские только разогрелись, и у них еще остались очень мощные резервы. Дальше даже до Гитлера уже дошло, что модуль не может наступать на севере, и операция теряет смысл. ПВО двигались вместе с наступающим корпусом. Гренадеры СС Татинков. Советские войска Западного и Брянского фронта начинают контрнаступательную операцию Кутузов, и модуль на севере переходит вообще к обороне. Советские войска начинают наступление на так называемом Миус-фронте и в Донецкой области. Если немцы не остановят цитадель и не сократят линию фронта и не перейдут к стратегической обороне, то это может грозить коллапсом. Поле под Прохоровкой осталось за немецкими танкистами, но это лишь тактическая победа в стратегической проигранной операции. Победа немцев под Прохоровкой по смыслу напоминает Наполеона, который взял Москву, но остался без армии. Они взяли это поле, а что дальше? Ну и сидите на этом поле. Когда люди цепляются за вопрос, за кем же осталось поле, они упускают то, что смысл операции «Цитадель» был в том, чтобы отрезать и уничтожить все советские войска на Курском выступе, взять Курск, создать огромную брешь на всем советско-германском фронте и полностью завладеть инициативой. Какую из этих задач решили немцы? Никакую, ни одной цели не достигнули. На 12 июля сложилась ситуация, что если не отвести корпус СС от Прохоровки, то их самих сейчас отрежут. Даже несмотря на то, что они устроили тир под Прохоровкой, используя преимущества местности и своей техники. К чему и о чем эта статья?
Смысл всего этого посыла в том, что сейчас, когда информация и источники доступны для широкого круга людей, зачем повторять миф о том, как сломали хребет немецким бронетанковым войскам именно на Прохоровском поле? Зачем давать в руки такой аргумент тем, кто цепляется за уже известное соотношение потерь СС и армии Ротмистрова, начинает ставить под сомнение вообще успех советской армии под Курском? Цепляются за цифры и неудачный контрудар Ротмистрова, они начинают говорить, что если бы не высадка американцев в Сицилии, то немцы бы успешно завершили цитадель. Артиллерийские мешки – основная сила, выбивающие танки у вермахта и СС под Курском. А успех налицо, колоссальный, грамотный успех. Советское командование вчистую стратегически переиграло немецкое командование под Курском и добилось успеха почти на всех участках. Невозможно быть сильным везде и повсюду одновременно, невозможно контролировать все обстоятельства. Операция «Цитадель» сворачивается. Немцы отступают, корпус СС возвращается на исходные позиции. Удар 5-й танковой Ротмистрова не был тупым и бездарным, он был нужным и своевременным, но нанесен в крайне невыгодных условиях. Жертвами этого просчета стали советские танкисты. Да, это так, вечная им слава и память. Но тогда жертвами просчета Третьего рейха стали все немецкие войска, потерянные ими в ходе операции «Цитадель». Корпус СС это был очень серьезный противник. Логически и стратегически не удар Ротмистрова, а операция «Цитадель» была тупой и бесполезной. Уже 6 июля это стало очевидно, но никто почему-то в Германии не говорит, что Гитлер уперся до 12 июля, упорно заваливая советские войска трупами. Советские войска провели блестящую операцию под Курском, как с 5 по 12 июля в обороне, так и дальше до конца августа в наступлении. Не нужно повторять миф о Прохоровке, говорите правду, не давайте лишний повод любителям обесценить подвиг всех советских войск под Курском. В честь победы советских войск под Курском в Москве был дан салют. Вот такое у нас было сегодня видео. Обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорой встречи, всем пока.